Привет всем, друзья! В 1986 году в семье работника кладбища Олега Шепса и врача Людмилы родился четвертый ребенок. К тому моменту маму Александра Шепса в Самаре уже знали как не совсем обычного врача. В сложных жизненных ситуациях она помогала всем нуждающимся, используя не только научные знания, но и свои способности к ясновидению. Сразу после рождения Александра она почувствовала нечто странное, а взглянув на сына, поняла, что рядом с ней находится не совсем обычный ребенок. Даже цвет кожи Александра был не розовым, а необычайно белым, как фарфор. Способности к ясновидению проявились у мальчика еще в детстве. Поначалу это были вещи и сны, которые сообщали о событиях ближайшего времени. Так, за несколько дней до Шепс узнал о смерти бабушки и долго винил себя в том, что так и не смог предотвратить это событие. Сны мальчика поначалу пугали его, так как он был всего лишь сторонним наблюдателем и никак не мог контролировать то, что видит. Именно тогда он увлекся изучением древних знаний и книг, которые помогли ему найти свое предназначение и жизненный путь. Сам Александр говорит: «Я понял, что смысл моей жизни в том, чтобы помогать людям». Тогда же он узнал о запуске знаменитого шоу «Битва экстрасенсов», но все еще не решался испытать свои силы. Тогда еще не было череды видео и статей о разоблачении многих участников шоу. Люди верили в реальность происходящего, хотя многим псевдоэкстрасенсам было место скорее на сцене, чем на такого рода проекте. Когда в 14 сезоне на шоу пришел Саша, организаторы и подумать не могли, что за личиной харизматичного парня, вполне подходящего для участника проекта, скрывается реально сильный ясновидящий, экстрасенс и медиум с фундаментальными знаниями о жизни и судьбе, со способностью видеть судьбы людей и общаться с духами предков, с даром контролировать сильнейшие энергии во Вселенной. Шепс – один из немногих, кто обладает знаниями об использовании темных сил, но никогда их не применяет, а преобразует энергии природы, камней и минералов в жизненно важные источники силы для людей. В 14 сезоне он смог шокировать своими способностями даже известных скептиков. И когда победил, ни у кого не возникло вопросов «почему?». Неоднократно Александр доказывал свои способности на многочисленных семинарах и сеансах, что проводил уже после шоу, а отзывы о его способностях говорят сами за себя. Те, кто хотя бы раз встречался с медиумом лично, отмечают его невероятный дар и способности к предсказаниям будущего. Он не берет предоплат и не манипулирует ложью. Среди его сбывшихся предсказаний есть судьбы знаменитостей и конкретные пророчества о будущем мира. Шепс предсказал избрание на пост президента США Дональда Трампа, победу Байдена на недавних выборах, участие России в конфликте в Сирии, революцию ЛГБТ на Западе и много чего еще. В 2019 году Александр Шепс сделал прогноз на несколько лет вперед, удивив всех рассказами об усилении катастроф и аномалий на Земле. Также Саша предостерегал водителей России от внезапных аварий на дорогах, число которых, по его видениям, заметно возрастет по сравнению с предыдущими годами. Так оно и случилось. Падение доходов населения, рост цен на продукты, повышение налогов и дестабилизация экономики в мире. Кто бы мог подумать, что Александр был прав, в то время, когда еще ни о каких локдаунах не шло и речи. Предсказания Александра Шепса о России, Украине и мире будущего, начиная с 2022 года, также довольно интересны, особенно в связи с текущими событиями. Что касается России, Александр Шепс называет себя патриотом своей страны, но не считает это поводом скрывать реальное положение вещей. В экономике и политике россиян ждут серьезные изменения, но вопреки всеобщим страхам они будут положительными. Этот прогноз можно назвать обнадеживающим для россиян, но не для жителей многих других европейских стран. Внутри страны обстановка стабилизируется, и мы уже не увидим столько внешних нападок и атак со стороны недругов, как за последние 2 года. Давление на Россию извне, будь то санкции или политические провокации, заметно уменьшится. Это значит, что провокаторы поймут, что план лоббирования своих корыстных интересов внутри России провален. Сильный лидер не даст недругам и шанса, чтобы чужие разобрали страну на куски и посягнули на целостность великой державы.
Внешнеполитическим фигурам придется сменить свою тактику в отношении России, так как уже в самом ближайшем будущем, не далее середины 2022 года, им станет ясно, что выгоды из своих прежних действий они не извлекли. Напротив, политика многих лидеров стран и объединений в отношении России настолько неразумна, что наносит прямой удар по населению и комфорту жителей их же собственных стран, лишь косвенно затрагивая цель. Александр Шепс предсказывает нестандартное поведение Европейского Союза по отношению к России, что мы увидим уже в 2022 году. Оно будет выражено в поиске способов сближения с Россией, особенно что касается экономического сотрудничества. На фоне мирового экономического кризиса многие страны попытаются наладить контакт с президентом и аппаратом власти в России, всячески пытаясь получить выгоду от сотрудничества и принятых решений на двустороннем уровне. По всей видимости, политика силы и давления на сильного лидера и государства окажется провальной, и теперь ЕС не останется ничего, кроме как начать новое движение в сторону сближения и задабривания российского руководства. Все, как предсказывали старцы, говоря, что сначала Россию выбросят из мирового сообщества, а потом попросят присоединиться вновь. На этот счет и у Шепса есть свое предсказание. Российская власть не будет сопротивляться налаживанию внешнеполитических отношений. Мы пойдем на сближение и взаимовыгодное сотрудничество с главами государств, что осознают свои ошибки. Александр пророчит в 2022 году кажущееся невероятным взаимовыгодное сближение Америки и России. Экономическое положение в нашей стране будет только улучшаться, но пока еще медленными темпами. Благодаря тому, что внешняя политика России и ее принципы останутся стабильными, многим объединениям и главам государств придется принять правила и условия России по двустороннему сближению. Это означает, что уже в самые ближайшие годы следует ожидать рост экономики и благосостояния россиян. Возможно, это как раз та самая точка отправления к предсказанию о Золотом веке, в который медленно, но верно вступает российское государство. Также 2022 год Шепс назвал урожайным по части сельхозкультур, что обязательно скажется и на экономическом росте в России. Что касается нашего ближайшего соседа, Украины, на 2022 год прогноз Шепса таков. Отношения между нашими странами будут медленно улучшаться. Этому во многом способствуют вековые и родственные связи между нашими народами. Люди начнут понимать, что сила в объединении, и мы должны поддерживать и помогать друг другу, а не поддаваться на провокации тех, кто хочет разрушить исторические связи народов и внести распри и провокации на нашей земле. Тем не менее, внешняя политика Украины в 2022 году останется прежней, существенных перемен в укладе жизни наших соседей не будет. Шепс предсказал продолжение конфликта на Донбассе, но уже с меньшим количеством атак. Владимир Зеленский, по предсказаниям Шепса, не будет искать путей к сотрудничеству с Россией, и лишь после смены власти на Украине, по мнению экстрасенса, ожидаются изменения, какими могут стать, например, рост благосостояния страны, нивелирование конфликтов и другие. Что касается экономики на Украине, в 2022 году Александр Шепс видит ухудшение финансового положения страны. Изменить это можно только одним способом – это изменение внутриполитического курса страны. При этом, конечно, всех волнует вопрос о ближайшем будущем в отношении России и Украины. Неужели провокации доведут двух ближайших соседей до военного конфликта? Александр Шепс ничего не говорит о войне между странами, что вселяет надежду на то, что такого исхода общими усилиями, несмотря на весь накал страстей, удастся избежать. При этом западные государства в 2022 году охватят сильнейший кризис, небывалый за последнее время. Вероятно, именно он побудит их к налаживанию и попыткам улучшить отношения с Россией. Наряду с крахом экономики странам придется бороться с последствиями серьезных аномалий и катастроф, которые будут преследовать их с начала 2022 года. Если мы снова вспомним Вангу, то и она пророчила на зеркальный день 5 двоек небывалую по силе аномалию, что перевернет жизнь людей буквально с ног на голову. «Каждый увидит себя в зеркале», — говорила она. Но как это произойдет, пока мы можем только догадываться. Климатические катастрофы на всем земном шаре своими отголосками будут касаться и России. Но по предсказаниям медиума, обстановка здесь, на фоне происходящего в мире, будет казаться мирной и безоблачной. Видимо, катастрофы аномалий здесь проявятся гораздо меньше, и это поможет нам к 2024 году существенно улучшить экономическое положение страны. Александр Шепс
говорит о некоем экономическом буме, который к завершению первой четверти 21 века наберет обороты в России. Кардинальные изменения в экономике и укладе жизни россиян возьмут начало именно в 2022 году. Новый этап развития страны завершится еще не скоро, но укрепление страны и рост благосостояния граждан мы уже вскоре ощутим на себе. Большинству других стран, говорит Шепс, придется также пережить структурные изменения. Экономические сложности и перебои с ресурсами вызовут необходимость перестройки всех систем жизни. Многие страны не справятся с этой задачей, и 2022 год станет для них началом периода кардинальных перемен и серьезных решений на уровне высшего руководства. Все устои западного мира рискуют потерпеть крушение и уйти в забытое прошлое. Таким был прогноз Александра Шепса на будущее. Если было интересно, поставьте лайк и подпишитесь. На нашем официальном сайте вы можете читать все статьи о будущем без рекламы. Там же подборка интересных видеороликов о том, что нас ждет. Спасибо за просмотр. До новых встреч!